Профессор Илтер Узель в своей книге «Самые сексуальные секреты Османской империи» утверждает, что эталоном красивой женщины у османов были черные волосы, глаза и брови. Формы ценятся утонченными, походка легкая, а лицо улыбающимся. Волосы должны быть длинными, женщина обязана уметь хорошо петь, а щеки, губы, язык ценятся розовые. Этакая жгучая смесь Махидевран и Хюррем Султан в исполнении современных актрис. Вам так не кажется? А как же эти красотки знакомились с мужчинами? Ведь все мы знаем о строгих нравах мусульман, тем более в Османской империи, где мужчина находил себе жену. И как под ее вуалью и шароварами он был способен распознать те самые эталонные качества. Конечно, разрешить себе флиртовать с женщиной на улице не мог себе позволить ни один османский мужчина. Тем более просто так где-то знакомиться. Сложно себе даже вообразить, как можно было подойти где-нибудь на улице к чужой женщине. В этом видео мы собрали для вас разные методы, которые применялись в Османской империи для того, чтобы из мужчины и женщины вышла пара. Ни для кого не секрет, что часто браки в мусульманских странах совершаются по решению родственников. Мать и отец с обеих сторон договариваются, что их дети женятся. Иногда ни жених, ни невеста до самой свадьбы не видят суженого. И тогда каждому из них предстоит только надеяться, что вкус родителей основывался на их предпочтениях. Но, конечно же, когда мать молодого человека искала своему сыну будущую жену, ей нужно было где-то ее увидеть. Да желательно так, чтобы разглядеть все подробности. Для таких целей в том числе в Османской империи существовали женские бани. Туда одновременно ходили все женщины. И вот здесь-то будущая свекровь могла разглядеть все прелести будущей снохи. То есть она в буквальном смысле подглядывала. Но если в бане можно увидеть ноги и формы потенциальной жены, то где же разглядеть ее умственные, так сказать, способности? А для решения таких и других, разумеется, задач в Османской империи были кафе, специальные только для женщин. Там также собирались женщины всех возрастов, где они разговаривали, ели и пили, даже, наверное, пели. Так или иначе оценить степень воспитания и коммуникабельности будущей жены можно было именно в таком кафе. Конечно, все эти варианты в основном касались тех случаев, когда брак не был заранее спланированной акцией между семьями. Так продолжалось на протяжении многих веков, пока в Османской империи не начали выходить газеты. Это пришло с европеизацией османского государства. И в газетах размещались объявления в специальной рубрике. Также появилась некая служба знакомств, где устраивались вечера с развлечениями и ужином. Но я думаю, что такими методами пользовались в основном средний и высший класс, потому как позволить себе такие посиделки люди из простого народа по-прежнему не могли. После того, как женщина выбирала себе мужчину в газете, она могла написать ему письмо. Он получит такое послание, а там уже будет видно, что указывали мужчины в объявлении. Как женщина определяла, что этот молодой человек может стать ее суженым. От потенциального жениха требовались очень подробные данные: имя, возраст, профессия, физические характеристики и домашний адрес. В общем, вся подноготная, что сегодня мы называем персональными данными. Ну а если в результате всех процедур принималось решение о свадьбе, то в дело вступали другие интереснейшие традиции. Но об этом мы еще поговорим. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку «Сообщество», чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.